Друзья, всем привет, с вами Алекс, вы на канале Alex Gamify. Сегодня с вами будем готовиться к супер циклу мемкоинов, и на сегодняшнем промо-обзорчике у нас монетка CatSlap. Я думаю, многие знакомы с понятием супер цикл мемкоинов, во всяком случае в инфополе эта история очень сильно разгоняется, залетают разные кошечки, собачки, агенты, все что только можно, в основном происходит это на Solana, и также не отстает и сеть эфир. Во всяком случае это тренд 24 и 25 годов, судя опять же по информационной повестке, судя по тому, куда перетекает ликвидность. На успех мема влияет много факторов, от рыночных до, собственно, того, из чего состоит этот мем. Это команда, это комьюнити, это сама идея, сам нарратив. Потому что когда монетки торгуются, они даже торгуются в определенных категориях. В данном случае, если рассматриваем монетку CatSlap, она уже торгуется и торгуется в категории кошачьих мемов. Кошачьи мемы, они, кстати, очень хорошо приформили. Например, монетка PopCat, да, которая вот выходила довольно давно, ну, в сравнении с другими монетами, да, она где-то торговалась на самом-самом дне, потом пошла приформить и, собственно, сейчас торгуется на многих секс биржах и довольно неплохо себя чувствует. Та же самая монетка MOC, которые шилят огромное количество инфлов по миру, да, она точно так же имела, собственно, низкий график, да, и далее приформила довольно неплохо. Можно, конечно, такие монетки подбирать спам-фана, если мы говорим, например, про Solana, но угадать шанс на угадывание той монеты, которая реально пойдет вверх потом, да, после того, как она залистилась, после того, как она вышла с памфана, она должна еще быть поддержанной комьюнити, ее не должны сливать, а если идут сливы, то идут, собственно, откупы. В общем, очень много факторов есть, которые позволяют ректануться и не получить свою прибыль. Потому что монетку на памфане может сделать абсолютно каждый человек, и непонятно, кто за ней стоит, для каких целей это все делается, и, соответственно, шанс на какой-то успех, он становится все ниже и ниже. В противовес этому можно подбирать для себя монеты, за которыми стоит команда. Например, кстати, CatSlap, он уже залистился, имеет на текущий момент вот такой вот график, но об этом чуть позже. Когда за монетой стоит команда, тут есть как плюсы, так и, соответственно, минусы. Плюсы в том, что команда, как правило, заинтересована развивать проект, потому что у них есть определенный интерес. Соответственно, когда график идет вверх, команда продает, когда идет вниз, команда откупает и развивает монету более-менее волнообразным образом. Вкладывается в рекламу, выходит на секс-биржи и так далее. То есть, когда у монетки есть команда, повышается шанс на то, что монетка будет расти долго и доживет, собственно, до супер цикла мемкоинов. Если смотреть монетку CatSlap, то она торгуется в сети эфир. Идея у нее это вот этот вот замечательный котик, злой котик, который бьет своих сородичей, да, ну, в общем, кошачья тематика в такой дегинской тусовке, как она есть. Ну, вот, собственно, описание. Агрессивный криптокотик, готовый расцарапать самые крупные мем-монеты. На этой идее, на этом нарративе, собственно, построен Telegram, построен Twitter X, да, можно посмотреть, комьюнити там довольно активная. Вот, собственно, и адрес смарт-контракта. Что еще тут есть? Да, тут есть момент с игрой, ну, в данном случае, раз мы то, что видели, то, что происходит на тоне, там, конечно, это чуть более интересно выглядит, но в данном случае то, что сейчас происходит на американском рынке, это монетка, она преимущественно именно из того региона, то ребята тоже идут по идее геймификации, да, и можно, собственно, понажимать на своего котика, но так как у меня сейчас идет запись экрана, чуть подлагивает. В общем, можно подключить свой кошелечек в сети EVM и, соответственно, прикупить себе катслапов и тыркать, кликать и зарабатывать себе монетки на airdrop. Да, миры абсолютно разные. Опять же, то, что у нас там в тоне происходит, то, что есть, как это реализовано в Телеграме, Непах, это одна история. Но в данном случае все-таки интересно, когда мы рассматриваем мем-монету, интересно, есть ли тут команда, есть ли тут, соответственно, деньги в этом всем, да, и если посмотреть, например, количество холдеров, да, на данный момент количество холдеров 21 тысяча, это данные с DexScreener, да, можем посмотреть, 21 626 человек холдеров на сети эфир. Это раз, да, сеть эфир очень довольно
много платежеспособной аудитории. Плюс у проекта есть команда, которая вкладывается, собственно, в маркетинг, и прямо сейчас они выходят на русскоязычный сегмент. Насколько будет это успешная компания или неуспешная, покажет время, да, и, собственно, также график. Пойдет он вверх или, возможно, если компания неуспешная, пойдет вниз. Но это история, как всегда, с мем-монетами. Оцениваем свои риски самостоятельно и принимаем решения полностью основываясь на своем ресерче. Ну, так или иначе, у монетки есть огромное количество упоминаний в YouTube на англоязычном сегменте. Сейчас только они выходят в русский сегмент. Соответственно, монетка на эфире, что позволяет привлекать китов во всю эту историю. И, соответственно, есть геймификация, которая также на западных рынках считается довольно интересной. Если смотреть по токеномике, например, да, то что тут есть? Мы видим, что в ликвидность отправлено 50%, это для того, чтобы люди могли покупать, торговать монету. Есть стейкинг, то есть можно купить монетку, стейкать ее, да, и тем самым на определенное время фундамент холдеров, он становится более прочным, более твердым. Членам сообщества 10%, то есть если зайдете в Telegram, если зайдете в X, там проходят разные конкурсы, разные ивенты, можно, собственно, залутать свои монетки. Разработки 10%, то есть тоже команда будет двигаться в этом плане, ну и, соответственно, свои командные токены, раз запускает команда, раз есть деньги на продвижение, на маркетинг, на привлечение новых пользователей, то, соответственно, у команды тоже должен быть с этого какой-то интерес, это довольно понятная история. Ну и что из интересного, этот токен, он из группы Best Wallet. В следующем видосе, думаю, расскажу про Best Wallet, это есть такой кошелечек в App Store, Google Play, тоже большое количество позитивных оценок у приложения, и, собственно, команда разработала кошелечек, там она, соответственно, зарабатывает на комиссиях, там есть собственный DEX, и через этот кошелечек они и шилят свои токены в том числе. Ну, ладно, не буду говорить свои, не свои, но, во всяком случае, Best Wallet, он так или иначе связан с большим количеством токенов, и, соответственно, они подтягивают свою юзер-базу под разные монетки. В данном случае CatSlab, он точно так же интегрирован в Best Wallet, и можно купить его даже с карточки. Кстати, для западной Web2 аудитории это довольно просто. Они скачивают кошелечек и прям привязывают свою карту, и за кэш получают свои токены. То есть в американском рынке это прям такая идея фикса, которая заходит людям. Ну и также по мероприятиям. Сейчас мероприятие уже вот заканчивается, 23 часа. Скоро будет доступен клейм монеток, тех, которых раздавали под раздачу, да. Тут был квест Зилой, но мы чуть-чуть под него не успели. Поэтому будет, я думаю, в ближайшее время тоже другой квест, где можно будет залутать свои монетки. Ну и также можно посмотреть их телеграм-канал, ну не канал, а чат, да, где, как всегда, есть бот с покупками, текущая капа 19 миллионов на вот сети эфир. Ну и также, собственно, люди общаются, задают вопросы и получают какие-то ответы. Поэтому, чтобы познакомиться больше с проектом, можно перейти либо в X, либо в Telegram и задать свои интересующие вопросы. Ну а токен уже торгуется. Если что, его можно купить как с биржи, вставив на адрес контракта, так и прямо на сайте. Ссылка будет в описании. Если кому интересно, если кто готов всю историю и стать частью сообщества CatSlab, ссылки будут в описании. Информацию по ликвидности можете посмотреть тут. 3-4 миллиона. Маркет капа 18, объем торгов 112 тысяч. Ну вот монетка сейчас немножечко застопорилась. Адрес контракта можно найти, собственно, точно так же на сайте, либо, опять же, зайти по ссылочке и принять решение для себя. Вот адрес контракта есть тут. Так что сегодня как-то так. Смотрим на этих милых, замечательных кошечек, ставим лайкос и будем с вами на связи. Всем пока-пока.